Всем привет! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Многие, возможно, кто смотрит это видео или вообще ваши знакомые, друзья находятся в кризисе. Сейчас непростая ситуация в мире и в бизнесе. Мое видео посвящено и людям бизнеса, и не только, и обычным людям. По мне, кризис никогда не заканчивался. В 2008 году я начал управлять бизнесом в России, различными компаниями в различных отраслях. И тогда был первый старт, который я ощутил на себе, это вот волна в 2008 году. Далее он шел, 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 и все время он был разный. И я выработал стратегию, что кризис может случиться даже завтра. И нужно планировать и делать так свой результат, свои действия, что кризис может случиться завтра. Это не значит, что я жду его, ожидаю, трясусь, вот завтра все обвалится, рухнет. Нет, я просто стараюсь предвосхитить ситуацию. И принимая любое управленческое решение, я стараюсь предвосхитить ситуацию. А как может проявиться это решение в негативной ситуации и в положительной ситуации, и беру некую золотую середину. Разберем в шагах, в среднем это 2 дня, проверенные шаги, проверенные 2 дня, как можно выйти из кризиса. Ну, знаете, как у Жванецкого, если мы находимся в одном месте, то давайте уж хотя бы возьмемся за руки. Здесь то же самое. Если вы понимаете, что вы находитесь вообще в безысходной ситуации, знаете, у меня как-то в одной компании был такой жуткий кризис, в один момент все наложилось, получается, что был пик падения рубля, у нас были валютные закупки, мы закупали строительные материалы и комплектующие для объектов, и тогда сильно упал рубль, и наши бюджеты с заказчиками сильно обвалились. У нас упал оборот, упала выручка. У нас был кредитный портфель со Сбербанком, и мы брали денежные средства для покупки объектов недвижимости. И там были финансовые ковенанты. И это все негативно сказалось, и банк нас чуть не хлопнул. Они сразу запросили досрочного погашения, так как упали обороты. Следующим этапом было, что мы попали в бан Яндекса. Когда мы с первой строки, в основном получали трафик SEO-продвижения, мы попали на 80-ю. Представьте, как это сказалось на продажах. Мне тогда нужно было очень быстро и оперативно двигаться. Благо, я заранее рассчитал сценарий с падением продаж и оборота. Я тогда прикидывал порядка 40%, но падение было еще хуже. И я закрывал быстро офисы, благо все произошло достойно, корректно, и мы впоследствии прошли этот кризис и выросли в будущем. Сейчас эти простые шаги, и расскажу про них, которые помогут каждому. Первое, если вы понимаете, что вы находитесь в этом кризисе, в этом месте, вам нужно остановиться. Не предпринимайте здесь сейчас никаких решений. Скоропалительные какие-то решения, агония, какие-то левые итерации, это все будет деструктивно и для вас, и для самой ситуации. Вам нужно максимально постараться как-то успокоиться и выбить из себя негативную дурь. Вам нужно встать с утреца пораньше, желательно очень рано, и выйти на футбольное поле, там, возле дома или где оно у вас есть, и пробежаться, ну, кругов 20. Если вы можете ходить, значит, вы можете бегать. Цель этого действия — вам нужно выпустить пар, и вы должны действительно через себя пробежать, чтобы у вас, не знаю, испарина вышла. Далее вы принимаете душ. Мойте голову обязательно, душ с головой, вы смываете с себя весь негатив. Можете украдко немножко там поплакать, это мужчин женщин, к женщинам относится. Далее вам нужно обязательно побриться, причесаться, наложить какой-то легкий макияж, если вы девушка, то есть привести себя в порядок, собраться. Организм должен понимать, что вы помните о нем и заботитесь о нем. Это важно учитывать. Далее вам нужно одеть чистую, не обязательно новую, но чистую, опрятную, выглаженную одежду. Не одевать какие-то избитые, грязные треники или футболку с борщом. Нужно любить себя, и организм должен понимать, что вы к нему трезво и ответственно относитесь.
После того, как вы это сделали, вам нужно получить где-то духовную поддержку. У вас может быть разное вероисповедание. Вы с одной религии, с другой, с третьей. Это не важно. Вам нужно сходить в некое место силы. Ну, у христиан, допустим, это храм. Можно сходить к Матроне, к мощам, к ее. Очень действенный, сильный способ для того, чтобы получить духовный заряд, духовную поддержку. То есть вам нужно получить какое-то духовное успокоение, что вы не один, не одна. Это нужно сделать. Никакие разговоры там с друзьями или посиделки на кухне или еще какие-то действия не помогут так, как духовное ам, единение. Возможно, вы не верите в Бога, но я вас уверяю, что порой бывают такие моменты, когда вы в Него явно поверите. И духовное единение с Богом, оно важно. Это не значит, что я это пропагандирую. Если у вас есть какое-то другое место силы, которое вас поддержит, то нужно им воспользоваться. Далее, когда вы приехали, важно, когда вы и занимались бегом, и были в душе, и сходили в храм, свечку поставили, чтобы вас вообще никто не трогал, чтобы вы могли передоговориться, чтобы в эти там приблизительно 2 дня никто не взаимодействовал с вами, не звонил, вам нужно отложить телефон, предупредить, конечно, близких, передоговориться с коллегами о встречах, чтобы вы были в неком уединении, и вам было комфортно, вам нужно побыть с собой. После этого вам нужно присесть и взять листок бумаги и сформировать таблицу. Возможно, вы сделаете это в Excel и составите из нескольких граф. Первая графа будет текущая ситуация кризисная, название ее, текущее несоответствие. Вот на примере, как я вам сейчас рассказал, у меня был бан Яндекса, у меня был кредитный портфель, курсы валют, ну и там еще что-то может быть. У вас также, может быть, ваш кризис складывается из нескольких структур. Вам нужно в этой первой графе расписать всю эту структуру, указать этот список. Это первая графа — название несоответствия. Вторая графа — уровень этого несоответствия. Вы должны материализовать это несоответствие. Вы, как бы, знаете, как вешать в граммах. Вы должны сказать, что вот, допустим, если у меня упали продажи, насколько они упали, насколько упал оборот, какое количество контрактов мы там не досчитались. То есть должна быть некая конкретика. С левой стороны первый столбец несоответствия, посередине уровень этого несоответствия. Третий столбец это что вы планируете сделать, конкретные действия для этого несоответствия. Допустим, для продаж вы планируете там запустить какую-то там рекламную акцию, или обзвонить всех клиентов, или сделать какой-то там дисконт, или вы планируете, не знаю, сделать какие-то действия. По банку, например, я сразу понимал, что мне нужно делать реструктуризацию, то есть мне нужно оповещать дополнительно банк, говорить, что мы, да, понимаем эту ситуацию, что у нас упали обороты, мы не выполняем обязательства по договору и просим банк о реструктуризации. Но вам сразу скажу, там такая реструктуризация, если вы заявите об этом и не будете досрочно там гасить или продолжать гасить, то они просто выставят ваше имущество на торги, ну, на то, что вы брали, и которое находится под залогом. Поэтому этот вариант не выгоден. Как я решил, мы в итоге продали другой объект недвижимости, перекрыли это деньгами и закрыли кредитную линию, которая по факту могла бы подтопить вообще наш весь бизнес. Там были поручительства юрлиц. Поэтому вы для себя должны выбрать конкретные действия, конкретные решения. Если у вас кредитная линия, то вы должны проанализировать этот договор кредитный, понять, какие условия, какие обязательства, что вы должны выполнять, что не должны выполнять, если у вас там страховки, не страховки, и написать то решение, которое вы видите. Будут те вопросы, на которые вы не сможете ответить. Они могут быть в юридической плоскости или в финансовой, если вы не разбираетесь в финансах. Вам нужно их оставить пустыми.
в этой столбце. Но вы должны обязательно взять на себя обязательство, с кем вы проконсультируетесь по этим вопросам. Возможно, у вас есть какой-то компетентный друг с богатой экспертизой, или вы пойдете на платную консультацию к какому-то, не знаю, специалисту, или еще как-то будете решать, там, погуглите, посмотрите или почитайте литературу какую-то. То есть вы должны этот пункт оставить пустым или написать то действие, которое вы сделаете. То есть вы пойдете к консультанту или будете узнавать самостоятельно. И четвертый столбец. По SMART вы должны указать, когда вы выполните конкретное действие. Обязательно дата и время. Вы должны взять четкое обязательство. В итоге у вас получится план действий, у вас получится дорожная карта того кризиса, в котором вы находитесь. Первый столбец – название несоответствия, да, этой кризисной ситуации. Второй столбец – как оно влияет на вас, как это проявилось и проявляется. Третий, что вы планируете сделать. И четвертый, когда вы планируете сделать это. И у вас перед глазами будет общий план. Это очень важно. Это структура. Структура это, знаете, спасет всех и вся. Когда у вас есть план, у вас есть структура, когда вы проанализировали спокойно, без каких-то эмоциональных сдвижек всю ситуацию, вы понимаете, что нужно делать. А когда вы проанализировали, и у вас появляется уверенность. Я это вот проверил на себе. И вы просто начинаете степ-бай-степ постепенно двигаться по этому плану и решать каждое несоответствие. Да, вы этот план не нивелирует прям все на 100%. Вы не решите там все риски, у вас не появится там миллион долларов. Ну, может появится, это супер. Но, по крайней мере, вы сможете смягчить удар. Вы рассчитаете стратегию, у вас будет стратегия решения этого кризиса, этого несоответствия. Это касается и бизнеса, ну, и в личном каких-то вот этих взаимоотношений или обязательств с банками или каких-то финансовых вещей. Вот этот план, он позволит вам смягчить удар, и вы сможете подстелить в каких-то вещах соломку, где-то предвосхитить эти несоответствия. И этому плану руководствуйтесь и двигайтесь. Это простой шаг, простое действие, структурное, понятное. Я его проверил на себе и искренне надеюсь, что это позволит вам. Не отчаивайтесь, не унывайте, хвост пистолетом. Помните, если вы не поверите в себя, то в вас никто не поверит, поэтому важно быть всегда напомаженными, накрашенными, бритыми, причесанными, потому что это вера в вас, в себя. А когда вы верите в себя, вы двигаетесь, вы растете. И самое главное, делайте. Даже если вы понимаете, что вы не знаете, куда двигаться, но находитесь в некой стене и не понимаете, Господи, а куда идти, просто двигайтесь. Движение – это жизнь. И с каждым шагом у вас будут прояснения. Вы будете понимать, куда идти, куда двигаться, куда решать. Надеюсь, это видео было полезно вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Обнял вас. Пока-пока.